Здравствуйте, это гадание «Ваши следующие отношения в 2022 году». До конца 2022 года остается без малого еще 6 месяцев, полгода, то есть впереди целая вторая половина года, самая плодотворная, самая, наверное, многообещающая. И полгода – это действительно большой срок, за который можно встретить не только подходящего человека, но и встретить свою настоящую любовь, построить отношения, может быть, даже создать общий дом, семью, сделать предложение или выйти замуж, зарегистрировать отношения в ЗАГСе и много-много еще прекрасного, интересного, любящие люди могут вместе сделать. И я хочу задавать картам, у меня разные колоды, вопросы о том, какой человек вам встретится для новых отношений, для следующих отношений до конца этого года. Возможно, при каких обстоятельствах случится ваше знакомство, сложными или легкими получится ваши отношения, долго или короткая окажется ваша любовная история. И все, что может иметь отношение к вашим чаяниям любовным. Ну, картам виднее, чем нас удивить. И я начинаю с колоды Таро Мухи. Вот такие вот красивые, очень-очень женские карты. Иллюстрации в стиле модерн. Я достану 3 карты для того, чтобы вы определились с вариантом. Естественно, у каждого будет свой вариант. Всего их 3. 3 карты. Потому как они называются или выглядят, потому что я скажу, когда переверну карту, вы как раз и определите, что для вас подходящее. Итак, 3 карты, 3 варианта. Вам нужно будет смотреть только один вариант, хотя, может быть, вы и хотите от жизни все или больше других, поэтому можете и посмотреть и 2, а то и целых 3 варианта. Но нам нужно определиться с выбором все-таки. Итак, 3 карты. Первая карта, первый вариант. Очень подходящая. Это карта Дурак или Шут, нулевой аркан. Однако здесь в колоде Мухи это дурочка. Посмотрите, на карте изображена, безусловно, женщина. В этой колоде больше женских образов, чем в любой другой. Ну, в этом смысл создания, наверное, этой колоды. Это старший аркан, карта крупная, и она, немного забегая вперед, я скажу, что она действительно вам много-много обещает, потому что правильный роман, настоящая любовь, драматическая, с бабочками в животе, и эта история, которая точно уж запомнится, должна начинаться всегда именно с карты Дурак, с нулевого аркана, то есть безумие, с безуминки скорее, с момента, когда вы и ваш партнер теряете голову от любви. Это первый вариант. Можете выбрать себе эту карту, если вас не пугает такой сценарий, потеря головы. Может быть, наоборот, должен вдохновлять. Дальше вторая карта, второй вариант. Восьмерка Пентаклей. Тоже это очень хорошая карта, уместная. Тоже говорит, что следующие отношения у вас до конца года обязательно будут. Однако восьмерка Пентаклей более подходит людям умеренным, спокойным, серьезным и очень-очень усидчивым. Потому что восьмерка Пентаклей обещает вам отношения серьезные, долгосрочные, которые выглядят изначально как дорога к браку. Это отношения, может быть, лишенные очевидных страстей, но с гарантиями отношений, над которыми, во-первых, можно будет работать, как вот наш этот герой здесь на картинке, на иллюстрации. Понятно, что он, видите, работает. Это будут отношения, любовная история, которую можно ковать, в которую можно по-хорошему вмешиваться. Вот если вы контролирующий человек и любите всегда держать ситуацию любую в своих руках, то вот этот второй вариант вам подойдет. Карты обе хорошие для темы нашего гадания, обе хорошие. Однако и они очень разные. Они предполагают и ваши разные вопросы, и, наверное,
что ли, видят в вас разных людей. Вот так вот. И третья карта. Посмотрим, насколько она будет идеальная тоже для темы гадания. Тройка пентаклей. Ну, немножко она похожа на эту восьмерку. Более, может быть, умеренное обещание. Да, тройка пентаклей здесь как вариант для гадания подойдет людям скромным. Людям, которые слишком многого исключительного в жизни на тему любви, по крайней мере, не ждут. То есть, если вы не... Тройка пентаклей вам подойдет, если вы не хотите, например, быстро замуж. Если вы не хотите очень быстро с новым знакомым связывать себя обязательствами, в том числе материальными. Если вам скорее хочется отношений как дружбы, как партнерства, если вам нужен скорее в жизни не муж, не страстный любовник, а ну вот просто компаньон, с которым можно на курорт поехать и телевизор вместе посмотреть. То есть тройка пентаклей тоже хорошая карта, и тоже она много обещает, имеет отношение и к работе. Кстати, карта — это официальное название у нее такое — работа. То есть, может быть, вам сейчас нужен партнер более для работы, чтобы объединить усилия творческие или в бизнесе, вместе работать над жизнью, ковать ваше будущее счастье или ковать будущее благосостояние, то вам подойдет вот эта вот тройка пентаклей. Но хочу я сказать, что вот нулевой аркан, карта шут, конечно, выпадает из вот этого общего ряда. Эти две карты про рациональных людей, про какие-то рациональные истории. А шут — это, конечно, вот действительно безумие, страсть, головокружение, потеря почвы под ногами и, вот, и так далее. В общем, если хотите замуж именно в классическом каком-то понимании этого слова, то, наверное, восьмерка пентаклей подойдет. Если хотите небывалые страсти переживать, то это нулевой аркан, карта шут. А если хотите приятельские и очень доверительные, очень простые, такие поддерживающие отношения, то тогда выбирайте, наверное, тройку пентаклей. Хотя мы будем расклад делать на разных колодах. Видите, я достала 4 очень разных набора карт, очень разных. Вот максимально разные выбирала, чтобы здесь был плюрализм и разные мнения мы услышали. Но вот, тем не менее, вот такая вот история. Я надеюсь, что вы выбор свой уже сделали. Кто и что выбрал? 3 варианта. 1, 2, 3. И я достаю теперь карты сопутствующие. Первая колода, которую я, наверное, возьму вот эту вот. Эти карты прекрасные, называются Таро 78 дверей. Здесь немножко мультяшные такие вот детские картинки, но это вас не должно смущать. На самом деле колода — это хорошая, серьезная, карты проверенные. Наверняка вы их видели во многих руках и во многих видео уже встречали. И для начала для каждого варианта по 2 карты из этой колоды будут. По 2 карты, пусть они нам дадут более портрет вашего героя. Мы же спрашиваем про следующие отношения. То есть в вашей жизни должен появиться буквально следующий человек. Портрет, обстоятельства знакомства. То есть зададим картам Таро 78 дверей вопрос, с чего или с кого все это начинается, с кого все начнется. Далее это оракул Симбалон. Карты вот эти вот довольно редкие, просто редкие, потому что не все, наверное, знают, как ими пользоваться. Тем не менее, карты полезны. Они хороши, когда нужно, вот эти карты хороши, когда нужно, например, выяснить характеристику, дать характеристику какому-то отдельному конкретному человеку. Эти карты созданы на основе парного соответствия знаков
и, соответственно, планет-покровителей. То есть здесь есть 12 карт одиночных, которые представляют каждый какой-то знак. А далее это пары, как кто с кем сочетается. Эту колоду интересно исследовать даже саму по себе, не гадать, а просто вот узнавать, например, так вот посмотреть и ага, Близнецы и Водолей. И дальше вот что значит эта карта, как она называется, это значит вот отношения между Близнецами и Водолеем примерно так будут описываться. Эти карты дают очень хорошую характеристику личности, и еще эти карты дают очень хорошее описание парного взаимодействия. То есть оракул Символон хорошо нам расскажет, какие между вами будут отношения. Гармоничные или не очень, красивые или сложные. Далее царское Таро. Вот такие вот красивые позолоченные карты, нарядные. Тоже отсюда достану две карты. Они нам попросим карты рассказать историю вашего романа, летнего или осеннего. Впереди у нас конец лета, начало осени. Чудесная пора. И потом будет начало зимы, декабрь еще более чудесный, потому что в декабре все готовятся к праздникам, к Новому году, к Рождеству. Это время тоже может быть по-своему очень-очень романтично. Итак, мы достали для вас карты. Если вы выбрали нулевой аркан, карту Шут, если вы выбрали первый вариант, я вас приветствую. Это, я думаю, такой выбор говорит о том, что вы человек авантюрный, рискующий, и что ваша душа сейчас, в разгар лета 2022 года, жаждет настоящей любви и настоящих страстей. Итак, ваша карта. С чего мы начинаем? Ох, есть определенный какой-то драматизм. Определенный, конечно же, драматизм в этой истории. Портрет человека. Девятка пентаклей. Но портрет весьма такой откровенный, красноречивый. По девятке пентаклей в картах Таро проходят люди убежденно одинокие. Это те, про кого говорят убежденный холостяк. То есть вам достанется человек вот для новых отношений, для следующих отношений, достанется человек очень самодостаточный. Человек, которому, ну, по большому счету, никто в этой жизни особо не нужен. Это человек, который сам зарабатывает, сам себя развлекает, сам организует производственные процессы, творческие. Это человек, у которого очень сложилась жизнь. Девятка пентаклей – карта системная. Она вам обещает вот следующего знакомого, ну, скорее обеспеченного человека по-разному. Он обеспечен не только деньгами, но и обеспечен душевным комфортом, бытовым комфортом. Скорее всего, у него в жизни есть комплект, набор вообще всего-всего, что нужно для счастья. Этот человек, вы встретите его в такой момент, когда он ни в чем и ни в ком не нуждается, ну тогда и понятно, да, вот такой человек, у которого все есть, знаете, вот у него все есть, и дать ему как будто бы нечего, как будто бы подарить ему нечего, он ни в ком, ни в чем не нуждается. Ну тогда и понятно вот это вот соседство с картой Шут, потому что такие вот самодостаточные люди, убежденные холостяки, действительно оказываются в паре только когда по-настоящему сильно, ну вот буквально до безумия влюбляются. Еще девятка пентаклей говорит, что ваше знакомство произойдет при каких-то скучных, простых обстоятельствах. Вот начало отношений не скучное, такое вроде бы
Я имею в виду, ваши чувства взаимные, наверное, в начале отношений. Это действительно влюбленность, это какое-то безумие. Однако вот обстоятельства знакомства очень спокойные. Это может быть знакомство на работе или карта денежная, то есть в каком-то денежном месте, в спокойном месте знакомитесь. Это явно не увеселительное, да. Не на увеселительной прогулке познакомитесь, не в поездке, не в клубе, не на танцах, а, ну, не знаю, в банке, когда придете там, не знаю, за какие-то операции делать, может быть, на работе, опять же. Девятка пентаклей. Можете познакомиться с вашим следующим партнером там, где ваши деньги, карты говорят. Рядом карта смерть. Она, безусловно, описывает какой-то переломный момент в жизни одного из вас. То есть начало романа совпадает, например, с концом какой-то прежней любовной истории. Ваша, если вы только что расстались вот со своим парнем, расстались, то есть смерть, видите, конец, естественный конец любви, естественный конец брака у вас случился. И тут же, в совершенно неожиданном, даже неподходящем месте, вы встречаете нового человека, и у вас начинаются новые отношения. Точно так же эта смерть может работать и в отношении нового знакомого. Тогда он пережил болезненный разрыв, например, недавно, только что пережил развод, расставание с любимым человеком, может быть, даже какие-то другие потери, более такие значимые. Вот, то есть я думаю, что очень многие любовные истории, и счастливые, и долгосрочные, начинаются именно так, в таком спокойном, вроде бы неподходящем месте, куда вы явно не наряжались и шли не за личной жизнью. И при этом у одного из партнеров в недавнем прошлом, буквально за спиной, болтается, висит какая-то потеря. Вплоть до потери даже кого-то из близких, а может быть это увольнение, это, ну, карта смерти описывает любую крупную потерю. Потерю работы, потерю бизнеса, потерю человека какого-то, потерю дома, вот, и так далее. Ну, тем не менее, может быть, это ваша любовная история и выпадает, достается кому-то из вас в награду или в утешение, то есть как компенсация вот за пережитую эту потерю. Однако портрета какого-то четкого вашего нового героя карты не дают, и мы не будем, наверное, даже на это гадать, когда карты не привлекают внимание к портрету, ну, какого-то там героя. Это значит, что это не важно, то есть это не имеет значения, портрет. Как будет выглядеть этот человек, какой он принадлежит стихии, какой масти, старый или молодой, там какой-то чувственный или наоборот очень рациональный. Это вот для начала романа, для начала отношений не будет иметь никакого значения. Поэтому карты и не хотят вам. Это первый случай, да. А второй вариант, карты не описывают портрет, когда его нет, когда нет особо выразительных каких-то признаков у человека. Ну, знаете, как жил Федот, ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, да. То есть вот какие-то очень средние характеристики, и тогда карта нарочно вам портрет не описывает, чтобы вы, ну, так скажем, не путались, и по этим общим признакам в каждом встречном, в любой толпе его не искали. Вот так. Поэтому переключимся с портрета. Карта оракула Символон. Я тоже, к сожалению, редко очень их достаю вот для общих гаданий, но в частных, в персональных их использую, когда особенно мы хотим разобраться с душой человека, с сущностью какого-то нового знакомого. Так вот, оракул Символон здесь описывает ваши отношения со следующим партнером словом страх. Вот представьте, это, ну, наверное, не очень хорошо, ну, и при этом не очень плохо. В этом наборе есть карты худшие. Итак, астрологическое соответствие здесь идет между знаками Дева и Козерог. Соответственно,
покровитель, Отец Небесный для Девы это Меркурий, вот значок Меркурия, для Козерога покровитель это Сатурн, вот значок Сатурна, а вместе карта это называется страх. Ну то есть вы будете бояться этой истории, бояться друг друга, бояться ведь можно и какого-то недоверия, скорее всего. Вам трудно будет на первых порах друг другу доверять или доверять судьбе. С одной стороны, чувства безумные появляются, а с другой стороны, вот какие-то прямые, резкие шаги навстречу друг другу делать страшновато. Бояться можно также и внешних обстоятельств каких-то. Бояться судьбы, которая против, которая в любой момент может развести. Ну, то есть карта говорит, что в начале романа вам придется пережить скорее негативные истории, эмоции. Скорее, страх это явно не то, что помогает, да, любви и отношениям, но тем не менее это вот какая-то такая неотъемлемая часть. Вы кого-то или чего-то боитесь, он кого-то или чего-то боится. Хорошо, если ваши все страхи снаружи, касаются только внешних обстоятельств и третьих лиц. Например, все примеры, не знаю, они могут быть слишком частными, какими-то и излишними, но перспектива у таких отношений есть. То есть страх преодолевается, в конце концов влюбленным часто достаются, судьба отмеривает какие-то испытания, которые они должны вместе пройти, вместе перестать бояться обстоятельств или каких-то недоброжелателей. Знаете, вот эти страхи могут быть даже очень примитивными, простыми. Например, если у вас завязывается роман на работе, если вы встречаете вашего следующего партнера где-то на работе или в связи с работой, то этот страх вы боитесь коллег, то есть сплетен, чужих глаз, обсуждений. Вы боитесь, что кто-то вероломно, такие люди часто находятся, кто-то вероломно вмешается в вашу такую искреннюю историю и помешает вам быть вместе. И вот этот страх, отсюда скрывание взаимных чувств и историй, то есть, это преодолеется. По крайней мере, если вы захотите, вы это преодолеете. А вот будущее, то есть то, что составит тело вашей вот этой вот любовной истории, тело ваших следующих отношений. И здесь нам выпадает прекрасная, чудесная карта Колесо Фортуны, самая везучая, она говорит о судьбе. И следующая карта Луна. Вот эти обе карты с окружностями, а все окружности обозначают некие вехи судьбы, некие циклы судьбы, которые не имеют, по сути, четкого начала и не имеют какого-то четкого конца. А Колесо Фортуны говорит, что отношения ваши будут по судьбе, и тем больше они будут по судьбе, чем дольше вы будете находиться вместе. То есть по мере того, как вы больше времени вместе проводите, вас больше объединяет, и, возможно, объединяют дороги, общее место жительства, общие жизненные цели. Судьба и время будут работать на пользу вашему роману. На пользу. То есть не разводить вас будут, а явно сводить. Колесо Фортуны – это еще и сама фортуна, значит, подфартит. То есть вам повезет в этой истории, повезет как-то на двоих. Карта Луна в таком соседстве счастливом тоже приобретает очень даже хорошее значение. Она говорит про, во-первых, эмоции. Это самая эмоциональная карта в колоде Таро. Здесь очень много, даже не эмоций. Эмоции – это нечто поверхностное, чувства. То есть ваши отношения будут не только углубляться с каждым днем, но они будут становиться еще более чувственными. То есть прирост чувств друг к другу будет. И чувства по Луне идут очень-очень глубокие. Это то, что на уровне инстинктов поселяется в человеке и заставляет другого любить так, что даже хочется частично это
ну, как бы сокрыть, потому что карта Луна – это еще и тайна. Карта Луна имеет непосредственное отношение к разным женским делам и женским энергиям. Она часто обещает наступление беременности, смену женского статуса. Вообще для женщины Луна – это возможность испытать какое-то на уровне чуда какую-то, знаете, такую любовь, такую глубокую, такую, как омут, знаете. Вот. Поэтому ваши следующие отношения, безусловно, будут максимально противоречивыми вот из-за этих страхов и прошлых ваших каких-то потерь, расставаний. И в то же время они захватят как увлекательный аттракцион, захватят вас и пучины, прям в пучины чувств вас затянут, как-то вот погрузят или погрузят, да, погрузят вас в пучину чувств. Ничего слишком скучного, взрослого, серьезного, долгосрочного пока я здесь не вижу. То есть это счастливая история, она довольно разная, она очень вас развивает чувственную часть вашей личности. А дойдете ли вы до брака и захотите ли вы превратить ваши отношения в исключительно серьезные, здесь карты не оценивают. И я вам предлагаю еще одну карту из колоды Венский сецессион. Колода — это вообще редко лимитированный выпуск. И здесь, естественно, поскольку это карты, у них есть предсказательное значение. Однако колода своеобразная, ни на какую другую систему гадательную не похожа. Здесь как будто бы идет такая смесь старших арканов. Этим колода похожа на Таро. Видите, фигурные карты есть. А есть здесь и вот такие вот, как бы младшие арканы, которые более на цыганские классические карты похожи. Одну карту достаю вам для ассоциаций. То есть это все, что можно было точно, четко сказать по системе Таро, я вам рассказала. А эта карта будет вам как загадка, как домашнее задание, чтобы вы своей интуицией или своими догадками как-то это гадание дополнили, чтобы вы увидели то, что видно только вам. И гадание стало более личным, таким частным, приватным для вас, а не общим. Итак, одну карту я вам достаю. Это какой-то старший аркан, карта под номером 7. По-моему, карта очень хорошая. Карта очень хорошая. А здесь стоит рассмотреть картинку. На картинке мы видим утку и селезня. И детки, утята у них. Поэтому я думаю, что карта эта дает отсылку к семье, к семейной жизни. Она говорит, что не сразу, не сначала, но в какой-то довольно отдаленной перспективе новые отношения конца 2022 года. Это ваш путь к семье. Вы встретите человека, способного стать отцом ваших детей. Ну и вообще составить для вас идеальную пару. Потому что мы предполагаем, да, что это утка, это селезень, потому что у них разная окраска. Я так вид птиц определяю. И у утят другая окраска. Это вот у уток так бывает как раз. И тут, правда, видите, какая-то красненькая птичка затесалась, как третье лицо, да, как будто бы какой-то независимый участник, статист. Но эту третью птичку вы тоже рассмотрите сами, подумайте, придумайте, кто это может быть для вас, для вашей пары. Это может быть какой-то вечный соперник с вашей стороны, какой-то мужчина с вашей стороны, который вечно вам не дает с новыми парнями знакомиться. А может быть, это красная птичка девочка, и это образ какой-то такой же вечной воображаемой соперницы, которая в вашей голове сидит и не дает вам добрые отношения делает вас ревнивой и недоверчивой. Ну, вот такой у нас первый вариант получился. Разные карты, но гадание, тем не менее, очень содержательное. Дальше второй вариант. Если вы выбрали и услышали мое описание, и выбрали при этом восьмерку пентаклей, это значит, что вы серьезный человек или настроены сейчас
на серьезные отношения, может быть, несерьезные, разные страсти, обещания, свидания, расставания вам сейчас надоели. Вы пришли к выводу, что вам пора замуж, или вам пора жениться, вам пора строить дом и создавать общий бюджет, общую семью с каким-то человеком. Поэтому во второй половине 2022 года вы хотите добросовестно, очень по-честному и не покладая рук, вот буквально ковать эту добродетельную такую вот любовную историю. Может быть, я бы сказала, что вообще в любовных гаданиях восьмерка пентаклей именно так и называется. Серьезные намерения. Когда она выпадает, в любом раскладе, общем или частном, мы говорим, что между этими людьми есть намерение создать общую семью и долго быть вместе. Ну, здесь эта карта говорит только про вас. И в целом, конечно, она вам обещает, знаете, люди ведь всегда находят то, чего ищут. Если вы хотите именно брака, обязательств и постоянства, то, естественно, вы будете выбирать такого человека, и ваши отношения конца или там второй половины 2022 года будут именно такими. Это похоже на дорогу к браку. Хорошая, спокойная карта. Ну и теперь, что другие карты Таро нам рассказывают. Весь набор для вас выпавших карт я вот так вот переворачиваю. И в начале портрет. Портрет есть. Вот представьте себе, что, как по запросу, карта императора выпадает вам. Особо в комментариях не нуждается, потому что само слово император, ну так же как императрица, если бы мы спрашивали про женщину, очень много о себе говорит. Император – это человек состоявшийся, состоятельный, властный, авторитетный, человек, который знает, чего хочет от жизни, человек, которому многие подчиняются, на которого многие хотят быть похожими. Иногда карта проявляется дурно, когда она, ну, у любой карты Таро есть вот условное перевернутое значение, да, и император этим отличается от многих старших арканов. У этой карты много-много негативных значений, как оборотная сторона всего хорошего. Да? Иногда карта император описывает человека, ну, слишком властного, слишком эгоистичного, нарциссического типа. Человек, который очень сам любит распоряжаться чужими судьбами, вряд ли склонный к откровенному насилию, но тем не менее, человек, который жаждет внимания, иногда даже поклонения, человек, который давно забыл, что такое компромиссы. Это легко объяснить, если вам встретится, ну, скажем, мужчина, парень какой-то, который работает начальником давно, и у него случились вот эти вот профессиональные деформации. То есть с таким человеком труднее договариваться, потому что он привык, чтобы его все слушались. Но тем не менее, давайте будем учитывать именно хорошее значение карты. Образ какого-то идеального мужа подсказывает нам карта императора. Буквально, потому что мужи же все как раз такого хотят. Надежного, уважаемого, богатого, смелого, потому что император, понятно, что это вот такой вот смелый человек. И это портрет. Император, ну это старший аркан, может быть, это действительно человек, который старше вас, ощутимо старше вас. Разницу плюс-минус 8 лет мы не учитываем, потому что это считается еще люди одного поколения, 7-8 лет. Вот. Может быть старшим на какие-то большие там годы. И даже начало отношений может у вас случиться вот по этой схеме. Император. А может быть он император по отношению к вам, то есть ваш начальник или преподаватель в вузе. В любом случае человек, которого вы, ну, по каким-то причинам должны уважать и слушаться. Да, как правило, это бывает начальник. То есть роман с начальником, для романа с начальником эти карты тоже здесь подходят. И вот посмотрите, еще рядом тройка мечей. Каким занимательным и интересным делом занята женщина здесь на иллюстрации. Обратите внимание. Тройка
мечей. Ну, карта это называется печали. Хотя, как правило, печали привычные или какие-то напрасные. Тройка мечей описывает эмоциональные проблемы в жизни человека, которые надо забыть. Почему? Потому что это проблемы, от которых нельзя сбежать и нельзя избавиться. Тройка мечей описывает и трудности с характером вашим, например. То есть вы встречаете вот этого человека, это ваш следующий партнер, это ваши новые отношения. Однако в себе находите все то же самое ненужное, худшее, что преследовало вас и в прошлых историях. Мы знаем, что люди не меняются, чтобы как-то поменять алгоритм судьбы и свой характер, надо прилагать колоссальные усилия. Возможно, этот человек при всех своих достоинствах, при всей новизне и состоятельности своей напомнит вам что-то печальное, ушедшее, старое, из прошлого. Так, например, вы подружке, рассказывая про эту историю, будете говорить: ну, хороший человек, конечно, встретился, я, в принципе, о таком и мечтала, но он вот такой, как мой Васька был, вот помнишь, тогда вот он тоже то-то, то-то и то-то. То есть, видите, как будто бы все хорошо, даже идеально, но вползают какие-то старые печали, какие-то старые расстройства. И тройка мечей советует как раз вот на это старое привычное недоверие, может быть, даже поменьше обращать внимание, потому что это все-таки новая история, новый человек, и как бы он вам не напоминал по-плохому уже известного какого-то партнера, например, вашего бывшего мужа, вы с этим, во-первых, ничего не сделаете, во-вторых, ну, кто старое помянет, и, в общем, избавляйтесь. А вообще портрет хороший. Про начало отношений, вот я уже сказала, знакомство скорее при, ну, знаете, при каких-то неравных обстоятельствах. То есть этот человек проявляет власть, в чем-то вам помогает или покровительствует, или наоборот заставляет вас, ну не знаю, там налоги заплатить или какой-то штраф пожарной инспекции. Вот. А вы в момент знакомства, он по каким-то причинам авторитетнее, выше вас и может на вас как-то вот давить. Так вот. Но на роль мужа, да, это портрет идеального мужа, на роль мужа как раз такого человека и как бы нужно выбирать. Далее оракул Симбалон. Карты эти основаны на, видите, вот этих парных соответствиях между знаками зодиака и планетами покровителя. Вот, например, вам выпадает карта, это, как она называется, птица Феникс, да, птица Феникс. Это парное соответствие между Скорпионом и Водолеем. Это сложная Скорпион и Водолей, традиционно в астрологии пара. И здесь для Скорпиона, видите, Луну как покровительствующую планету нарисовали. А для Водолея Марс. Ну ладно, сейчас не об этом. Итак, птица Феникс, как характер, она описывает здесь характер ваших отношений. Кстати, эти же карты, вот оракул Симбалон, дают очень точные характеристики людям, когда вам нужно разобраться с новым человеком, что он из себя представляет, как он может себя вести в разных ситуациях. Я рекомендую именно оракул Симбалон. Но здесь птица Феникс между вами, она говорит, что отношения ваши будут сильно двойственные. Если мы говорим про время, это вам достанется любовная история с равной вероятностью, как очень короткая, вот очень короткая, знаете, просто вот как короткометражка, вот такой вот эпизод, но, конечно, заметно выразительный. Также эти отношения могут быть, наоборот, очень длинными, долгими, продолжительностью в целую какую-то свою жизнь. Потому что птица Феникс, ну знаете, по легенде, птица Феникс умирает, сгорает, и потом вот из собственного этого пепла возрождается, возникает вновь.
это карта описывает отношения, которые могут полностью прекращаться, полностью, знаете, вот абсолютно. Например, даже после второго свидания вы совершенно друг другу не пишете, не звоните, все, история закончилась. А потом, вот как птица Феникс, это любовная история, через какое-то время опять возрождается, и возрождается всегда не слабее, а сильнее и ярче, чем прежде было раньше. Это уникальный случай, на самом деле не характерный вообще для любовных историй, но вам выпадает именно птица Феникс. Кстати, я начинаю подозревать, что ваш вот этот вот новый партнер и ваши новые отношения второй половины 2022 года не такие уж и новые. Они могут быть очень хорошо забытые старые. Вот когда-то птица Феникс, когда-то любовная история очень яркая для вас, горячая такая. Сгорела дотла, а теперь неожиданно, но уже как бы заново, в новых обстоятельствах возрождается и возникает вновь. Но этого человека вы, безусловно, должны рассматривать как нового. Не важно, что вы когда-то уже знали его имя и фамилию, абсолютно, потому что мы именно про следующие, про новые отношения говорим. Все новое – это хорошо постиранное старое. Вот, то есть это определяющий какой-то лозунг для вас, если речь идет о возвращении какого-то бывшего человека, с которым вы прям вот буквально не общались. Но самый главный смысл этой любовной истории, для чего мы достали карту, в том, что вы очень меняете друг друга. Вообще вот в астрологической традиции так считается, что когда встречаются Скорпион и Водолей, они друг друга обтачивают, обтесывают, как, не знаю, как морская волна обтачивает камни постепенно, да, или может быть как там один камень обтачивает другой в какой-нибудь мастерской. Там уже этот процесс быстрее происходит. Но Скорпион с Водолеем никогда не встречается случайно. Это получается всегда карма, это получается партнер, который вам послан, чтобы вы поменялись, чтобы вы воспитались, приручили свой гороскоп, чтобы вы по-другому посмотрели на жизнь, чтобы вы в конце концов переехали или поменяли работу, сменили веру или форму носа. Вот последствия вот в таких отношениях бывают обязательно след. Вот остается след, отпечаток. То есть вы, даже если вот закончилась эта любовная история, например, вы в конце 22 года познакомились, а уже в начале, допустим, 23-го прекратили общаться. Но отличительным признаком будет то, что у вас остался след. У вас остался след. Либо след разный, либо новая татуировка, либо вы в результате этого романа просто на другом континенте оказались жить, понимаете, да, или поменяли работу как-то радикально. То есть история не случайная, очень-очень влияющая на вас, и на ваше нутро, и на вашу жизнь снаружи, и будущее этих отношений, потому что, я, может быть, напрасно вот это вот уже пугаю, да, там, расставаниями, конечно, речь об этом, карты-то не говорят, это я для убедительности просто применяю. Будущее ваших отношений. Карты, с одной стороны, многообещающие, потому что карта влюбленные здесь есть. Карта влюбленные, понятно, как следует из названия. Влюбленные – это пара. То есть вы встретите человека подходящего, с которым окажетесь идеальной парой, можете очень красиво смотреться в зеркале. Скорее всего, вам будут и окружающие об этом говорить, что «Ой, какая красивая пара». Это слышать всегда приятно. И у вас совпадут судьбы, у вас совпадут жизненные циклы, потому что карта влюбленные описывает еще и какой-то синхронный, одинаковый выбор двоих людей. Вот вы вдвоем выбираете одну общую жизнь на двоих. Разве это плохо? Конечно же, это хорошо. Причем, чем больше вы будете вместе проводить времени, тем ближе вы будете друг к другу становиться, тем больше будет взаимопонимание, тем больше вы именно будете похожи на пару. Я уже сказала по оракулу Симбалон, что вы
встретитесь, чтобы друг друга обточить, обтесать, ну как бы под себя, да, обычно люди, партнеры обтесывают под себя, вытачивают немножко. И этот процесс, видимо, скоро пойдет. То есть вы сольетесь в какую-то парочку неразлучных довольно быстро. Однако, вот видите, немножко карты, вот тройка мечей была, да, как будто старые печали, я сказала, это как ложка дегтя, это как вот что-то неуловимое и мелкое, но оно все равно омрачает историю. А тут двойка мечей вам выпадает. То есть вы складываетесь в пару, живете вместе, планируете будущее, организуйте свою жизнь даже вместе. Пара, может быть, вы даже договариваетесь на пару ребенка родить, потому что для этого все-таки как раз пара обычно нужна. И при этом двойка мечей все-таки описывает чью-то закрытость. Она намекает на неискренность отношений. Здесь нет абсолютного бесконечного доверия. А вообще в такой любовной истории, вот в такой, которую последовательно описывают вам карты, абсолютного доверия и не бывает. Здесь все совсем про другое. Как вы можете совершенно доверять человеку, который на вас сильно не похож? Который, например, как-то заставляет вас слушаться. Или учит вас, или поучает. Поэтому двойка мечей говорит, что сохранится все-таки на обозримое будущее и неравенство в ваших отношениях. Неравенство чего угодно. Хоть по деньгам, хоть по ментальному статусу, хоть по душевным каким-то запасам. И вы будете очень тесно связаны обстоятельствами жизненными. Ну, хотя бы общим домом и общими мечтами о будущем. Но при этом будете очень четко держать личные границы, и между вами сохраняется дистанция. Я думаю, что вот такой парой карт можно описать такие старорежимные союзы супружеские. Не знаю, вот вы застали такие в вашей жизни или нет? Я-то застала среди вот поколений моих родителей, такие встречались часто, которые на «вы» друг с другом разговаривали. Вот они 20 лет вместе живут, уже детей нарожали, все. И тем не менее муж с женой за завтраком, за обедом, за ужином друг друга на «вы» называют. И чуть ли не по имени отчеству. Вот они, безусловно, пара, они идеально близкие люди. Но при этом между ними есть границы, между ними есть культура общения, некоторая отчужденность. Хорошо это или плохо, вам судить, ну, вам выпадают такие отношения. И еще это Венский сецессион, колода очень оригинальная, карты эти мало кто использует. Они создавались в начале 20 века известной австрийской художницей, не для гадания, для каких-то благотворительных целей. Тем не менее, это карты, у них есть предсказательные значения. Я все, что могла, увидела, Таро, вам рассказала, а из этой колоды вам достану одну карту только для фантазии, чтобы вы на нее посмотрели, вытащили из себя собственные ассоциации, для того, чтобы это гадание себе присвоить, чтобы оно стало уже не общим, а вашим личным, частным. И запомните, я вам предлагаю из этого гадания, в основном, самое главное, вот запомните свои догадки, свои мысли, которые вы, глядя на эту карту, сделаете. Посмотрим, что вам тут колода скажет. Семерка. Пиковая, да? Нет, девятка. Посчитала не так, да? Девятка пиковая. Ну, карта эта может выпадать и прямой, и перевернутой. В зависимости от положения, от позиции, она имеет разные значения. Вообще традиционно пиковая девятка вот в таких цыганских колодах, а здесь отсылка явная к цыганской колоде идет, это, как бы вам сказать, это близость потери. Вот так вот правильно сказать. Карта очень страстная, с одной стороны, и она вам подсказывает, что чувств будет очень много между вами. Чувств, страстей, может быть, даже вмешательства. Но опять мечи, потому что вы понимаете, что пики – это мечи.
соответствует мечам в колоде Таро, а мечи у вас, увы, появляются. И здесь пиковая девятка говорит, что либо эти отношения будут хрупкими. Да, они будут хрупкими, и их легко потерять, если, там, скажем, ветер в другую сторону подует, да, или там, в шторм, или наоборот в полный штиль. И эта карта советует аккуратно к этому союзу относиться и очень трепетно. Вы в любом случае, связывая жизнь и судьбу с этим новым следующим партнером, что-то потеряете, много потеряете. Понятно, что и приобретете, иначе бы вы с ним не остались. Но и многое потеряете, и к этим потерям вам нужно быть готовыми, а вы уже вот дополните своими догадками, которые приходят, этот расклад. Если ваш выбор пал на тройку пентаклей, то поздравляю, это значит, что вы привыкли к любви в этой жизни относиться как к приятному дополнению, как к приключению. Скорее всего, вы не ищете драму, тем более трагедию, вы не ревнивы. Вам в этой жизни, если и не хватает партнера, то только для каких-то веселых, правильных и очень-очень здоровых дел. Посмотрите, вот здесь вот полезно всегда иллюстрацию на карте рассмотреть. По-моему, они ремонтируют церковь. Какой-то мальчик, вот видите, там штукатурит, у него леса. И здесь есть мастер, который, наверное, ему подсказывает, что делать. То есть, а люди находят всегда то, что ищут. Поэтому следующие отношения в 2022 году у вас будут вот именно такими. То есть вас ждет, во-первых, они будут, вас ждет какое-то знакомство, партнерство, связанное с работой. Или это будет человек, с которым действительно вам будет легко, приятно, радостно что-то делать. И неважно, что это. Ремонт в квартире вы будете делать или там открывать собственный ресторан. Может быть, вы на пару вдвоем хотите куда-то далеко переехать и строить с нуля какую-то новую жизнь. То есть помощника вам звезды готовят. Именно помощника, вот такого вот героя, который не будет явно требовать, не будет провоцировать ревность от вас, не будет создавать, скажем, цепи или какие-то неприятности в вашей жизни. Человек, с которым вам будет легко делать жизнь, давайте так назовем. Что-то делать, это значит, что делать жизнь. Тройка пентаклей описывает хорошие, очень честные, знаете, такие легкие и доверительные отношения, очень рациональные. Кстати, вот по тройке пентаклей часто одинаковые люди складываются в пару, одинаковые по профессии, например, одинаковая профессия, похожая или похожая. Вот вы, например, коллеги или учитесь вместе, потому что работа, учеба для Таро это почти одно и то же там в некоторых случаях. Вот этот человек с похожими интересами, хотела сказать, такого же возраста, как и вы, но не буду торопиться, потому что у нас же как раз есть специальные карты и следующие колоды, которые должны портрет описать. Итак, мы переходим к портрету. Хотя в этой уже тройке есть отчасти портрет. Такой же, как вы, в каком-то смысле, этот человек такой же, как вы, карты говорит. Точно, я и говорю. И вот они вам достаются именно в таком порядке. Паж мечей. Паж, безусловно, это фигурная карта в колоде Таро, описывает портрет. Кто такой паж мечей? Это молодой человек, такой же молодой, как и вы. Молодой человек воздушной масти. Если нужна прямо вот отсылка к масти, к стихии, то воздух это Близнецы, Весы и Водолеи. Но у него может быть
воздухом внутри наполненный гороскоп, а вы заранее про это не знаете, потому что как бы не знаете дату рождения, тем более не видели его натальную карту. Кто такой Паж мечей? Это умный молодой человек, очень много о себе воображающий, человек, который собой гордится, хитрый, острый на язык, как правило, образованный и очень-очень капризный. Это человек, который не будет чего-то терпеть, который любит говорить правду, который не уворачивается от схватки, если она неизбежна. И вообще это человек, который бросает некий эмоциональный вызов любой жизненной ситуации каждый день. Иногда при плохом соседстве Паж мечей описывает очень незрелую личность, знаете, какого-то очень капризного героя, который вечно тянет одеяло на себя, вечно привлекает к себе внимание, как невоспитанный подросток. Вот, но здесь рядом туз кубков выпадает, поэтому, наверное, мы вот совсем уж плохие характеристики из портрета исключим. Но самое главное, что вам надо знать, молодой человек, видите? А я сказала, он такой же, как и вы, но вы же молоды, значит, и он молод, ни в коем случае не старше. Очень-очень допускаю, что этот человек младше вас по возрасту. И да, вот здесь вот это карты 78 дверей, они описывают обстоятельства знакомства и портрет человека. С портретом мы разобрались. Туз кубков выпадает. Мало мы понимаем про обстоятельства знакомства. Туз кубков – это подарок, и это большая любовь. Большая любовь. То есть ваши следующие отношения в этом году будут с большим-большим чувством. Это возможность для кого-то из вас влюбиться сильнее всего в жизни. То есть это самое сильное чувство в жизни. Для кого-то возможность влюбиться в первый раз. А может быть, это он в первый раз. Посмотрите, он же Паж. Пажи описывают неопытных людей. И неважно, сколько ему лет. Неопытный впервые влюбляется, впервые строит планы на будущее, впервые планирует ребенка с кем-то. То есть для него это все в первый раз. Хорошо, конечно, если это так для вас обоих, да, первое сильное чувство для вас обоих, тогда вы вообще идеально в равных позициях. Но в любом случае, туз кубков говорит, что ваше знакомство, обстоятельства знакомства вашего не будут рациональными, они не будут практичными. Вы, вряд ли вы познакомитесь на работе или в каком-то денежном месте, вряд ли вас познакомят третьи лица, например, там сваха специально сведет, или какие-то родственники, или друзья познакомят. Нет, все-таки туз кубков карта очень подарочная, она описывает разные счастливые случайности в вашей жизни, но именно случайности. То есть любовь нечаянно нагрянет, свалится на вас в самый неподходящий момент, в самом неподходящем месте, как с неба, снег на голову. Поэтому, это подарок. Соответственно, к этой любви идти не нужно, специально работать над ситуацией не надо, ехать на край света, чтобы встретить этого человека, вам не надо. И вообще ваши усилия никакие не нужны. Итак, мы видим молодого человека, очень глубоко и страстно в вас влюбленного. И все-таки надеемся, что взаимно он влюблен, что у вас туз кубков тоже для вас тоже так работает. Так. Перевернем все карты. А далее оракул Симбалон. Вот я одну карту достала, чтобы она ответила нам на вопрос, какова будет суть, природа ваших отношений. То есть какую пару вы с этим человеком составите. Оракул Симбалона, здесь карты основаны на соответствиях астрологических между знаками. Здесь вот рак, весы, соответственно, планета-покровитель, это оракул Луна, для весов Венера. И это считается очень хорошая пара. Видите, понятно, веселая картинка, дяденька, тетенька, нянчит ребеночка. Эта карта называется семья, буквально. Вот она так называется, семья. То есть
Вы встретите человека, вот до конца 2022 года, с которым семью захотите создать. И сможете, наверное, если вам ничто не помешает. Не знаю, какие там карты у нас дальше. Человек, подходящий для создания семьи, человеком очень равного себе, очень подходящего вот именно по разным параметрам, по разным характеристикам, он вам очень подходит. Они одинаковые, карты говорят. Они одинаковые, ведь, понимаете, вот два героя, здесь юноша и девушка с ребенком изображены. Они не только одинакового телосложения, они одинаково одеты, они одинаково молоды, они одинаковые между собой, но они еще и одинаковые в своих жизненных мечтах и устремлениях. Им одинаково нравится этот ребеночек. Они его поровну растят, поровну распределяют обязанности. И здесь ребеночком может быть что угодно. То есть ассоциации идут любые, да? Не обязательно это прям сразу вот именно рождение ребенка, хотя туз кубков, в принципе, отчасти на это намекает. Да и Паш появляется здесь. Тут такое чувство, что у вас даже вот эта любовная история как будто бы с ребенка какого-то начинается. И они хотят одного и того же. И они признают авторитет один другого. Ни один не давит на другого, ни один не командует. Они абсолютно равны и в выборе, и в чувствах. Это такая пара двух одинаковых людей по разным причинам. Одинаково влюбленных, одинаково уважающих друг друга. Очень хорошая карта, счастливая. Она практически исключает любое неравенство в отношениях, любые страхи или вмешательство третьих лиц. Это то, чего вы хотели. Вот видите, в принципе, карты эти подпевают друг другу. Вы же выбрали тройку пентаклей, когда я вам сказала, да, что вы ищете дружеский союз, просто чтобы вместе что-то делать. И вот вы находите дружеский союз, чтобы вместе что-то делать. Наши герои на карте вместе нянчат ребеночка, но вы также можете вместе нянчить совместный бизнес, собачий приют, да что угодно на самом деле. То есть пока все складывается, по-моему, идеально, ну, как загадали, как мы это увидели. Далее царское Таро. Здесь вам достаются карты справедливость и девятка жезлов. Неплохие карты, многообещающие. Хочу дополнить, что вообще расклад вот этот вот предыдущий, от первой карты до, наверное, вот этой, по сути исключает, знаете что? Страсти. Вот здесь нет между вами конфликтности. Вы не будете яростно выяснять отношения с этим человеком. Нет и карт про какую-то сумасшедшую физическую страсть. Любовь есть, но это любовь дружеская, доверительная, может быть веселая какая-то, такая немножко авантюрная. Но здесь нет вот накала таких, знаете, тяжелых взрослых страстей, типа большой физической привязанности или ревности, какого-то сравнения, нет манипуляций. То есть все равно отношения остаются легкими. И будущее для этих отношений карты описывают очень хорошее. Во-первых, справедливость, как хотите, на тонком уровне справедливость – это проявление высшей справедливости, высшей меры. То есть вам вот на этих вот весах небесных Вселенная отмеряет то, что вы вот заслужили. Знаете, ангелы долго-долго вот на этих вот весах со своими малюсенькими золотыми гирьками все ваши грехи и все ваши хорошие дела взвешивали, считали. В итоге вот насчитали, вам выдали вот такого героя. Вот он, пожалуйста, приходит вот этот вот Паш. Мечи. Мечи – это воздух, кстати, а здесь у нас в оракуле Символон есть воздушный знак, весы, видите? То есть если нам какую-то привязку к масти, к стихии и вести, да, привязывать, то это именно воздух преобладает, и, возможно, даже вот знак весов, вы весы или партнер весы вам встретится. Но вернемся к карте справедливость. Она говорит, что
И вот эти весы, видите, они же всегда в положении таком, ну, равновесном, да, одна чашка не ниже, они на одном уровне. То есть это подчеркивает тоже, что вы будете одинаковые с вашим избранником в новых отношениях, в следующих отношениях вы будете одинаковые. Никто не тяжелее, никто больше в отношениях не тянет, никто больше в отношениях не стоит. И любовная история будет действительно справедливая к вам. То, что вы заслужили, то, что заслужил ваш новый человек. А еще карта «Справедливость» описывает часто документы и ваши подписи под ними. По этой карте появляется, условно говоря, какой-то листочек, какой-то документ, на котором вы рядом ставите свои подписи. И это может быть часто намек на брак. И тогда вы подписи делаете свои в книге записи актов гражданского состояния. Вот. Это может быть другой документ, может быть не такой важный, какой-то договор о совместной даже аренде жилья, где вы тоже подписываетесь, или что-то бизнеса касается. Но нечто все-таки серьезное, юридически правовое, нечто вот такое вот обязывающее в ваших отношениях обязательно будет. Но вы понимаете, да, что опять же карты, как плавное значение карт, даже поразительно, перетекают одно в другое. Посмотрите, мужчина и женщина, у них один ребенок общий на двоих. Любых мужчину и женщину, имеющих общего ребенка на двоих, связывают документы, как минимум свидетельство о рождении этого ребенка, где их фамилии навечно записаны одна по другой. Правильно? И вот карты продолжают эту тему. Вас с этим человеком очень скоро нечто бумажное свяжет. Хотя знакомитесь вы не из-за этого, а знакомитесь исключительно по любви. Но девятка жезлов – это вообще подвиги. Это вообще подвиги, это то же самое совместное дело, совместная работа. Она вас не знакомит, не сводит, но она, тем не менее, откуда-то у вас появляется. То есть совместные какие-то преодоления. Как будто вы вдвоем в разведку идете или в какой-то неизведанный сложный бизнес кидаетесь. Ну, естественно, такое взаимодействие требует и большого доверия, и возможности друг на друга положиться. Вам достались все действительно хорошие карты, ни о чем плохом я вас не могу предупредить, хотя многое зависит, конечно, от ваших предпочтений. Вот если вы жаждете бури страстей, чтобы до конца 2022 года с вами вы бы прожили сюжет какого-то, ну, потрясающего, не знаю, романтического боевика, какого-то любовного романа, то нет, могу сказать, что этого не будет. Здесь все спокойнее, здесь все честнее, здесь все, потом здесь верность везде прослеживается. Посмотрите, абсолютно отсутствует соперничество, какие-то злодеи, злодейки, измены, ложь, тайны, лицемерия даже никакого нет. То есть чистые, прозрачные отношения, знаете, какие-то даже братско-сестринские, можно сказать, дружеские. А такого не бывает, когда есть адская вот эта страсть шекспировская. Страстей нет. Есть много всего другого. Ну и, наконец, эта колода называется вот «Венский сецессион». Карты редкие, это лимитированный выпуск. Колода это очень сложная. Как у любых карт, у них есть предсказательные значения, но здесь система отличная от Таро. Я хочу достать для вас одну карту из колоды «Венский сецессион» для того, чтобы вы на нее посмотрели и сделали, вытащили из себя какие-то очень свои личные интуитивные догадки, какие-то свои очень личные ассоциации. Для чего это нужно? Чтобы вы приблизили к себе, чтобы вы как будто бы забрали из списка, из ряда общих гаданий, это гадание себе, сделали бы его частным, каким-то приватным. Потому что я достану одну карту, и она должна что-то предсказать на подсознательном уровне, только исключительно вам. Вы о чем-то своем должны догадаться. Хотя я, наверное, выскажусь и о том, что я вижу в этой карте.
Бубновая королева вам достается, насколько я могу различить. Это же королева, да? Женщина же здесь. Бубновая королева вам достается. По ассоциации, опять же, только скажу, что в колоде Таро или вот в цыганских картах, к которым здесь скорее отсылка идет, это карта жены. Это карта взрослой, практичной женщины, которая оказывается в женах или которой достается роль жены, роль хозяйки дома, роль хранительницы очага. Эта карта практически исключает, ну вот знаете, такую яркую вопиющую романтику, равно как и слезы. И она говорит о том, что вот эти следующие ваши отношения будут не проверкой для вас, и не испытанием, и не уроком. Это будет скорее дорога к постоянной жизни с выбранным человеком. Дорога к браку, в конце концов, да? Почему мы сомневаемся, если у нас карта справедливости здесь есть? Дорога к браку, дорога к общему бюджету, к хозяйству, к роли жены. Отношения эти... Королева Пентаклей ведь очень спокойная, королева бубновая, да? Дама, бубновая дама. Вот. Она очень спокойная. Это не женщина, которая ищет разнообразия или страданий в любви, которая ищет скорее надежности, верности, покоя. Ну, что знала, рассказала, а вы посмотрите на эту карту. Может быть, вам героиня здесь на иллюстрации кого-то напомнит, что вам эта карта подсказывает. Сделайте свои выводы. Спасибо.